Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. События до конца года. Давайте узнаем, что ждет ваш знак зодиака до конца года, каковы неожиданности, что случится или произойдет. Одним словом, к чему быть готовым. И на первой колоде от Таро иллюминатов мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. 3 важных события или поворотных, может быть, события, когда вам доведется принимать важные решения. С чем это будет связано или с кем? Ретро-Уран в знаке Телец. Все то, что касается благополучия. Вот какие поворотные события, поворотные моменты. Может быть, это то, что вы думали, а потом передумали. Или происходит что-то, давайте узнаем. И на второй колоде достанем карты. Что вас удивит? Ну или кто вас удивит? Кто или что появится неожиданно, в целом неожиданности, какие вас ожидают, и к чему это все идет. По основным сферам жизни давайте. Любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, что ждет в сфере финансов, и по вашим достижениям. Это у кого учеба, у кого работа, у кого-то документы, возможно, и так, оформление, важная встреча. Итак, что там случится? Вот тебе здрасте. Башня. Вы знаете, это карта трансформации. И, ну, вот в этой колоде как раз прорисовано, как будто, ну, вот старое здание, да, и явно там была трещина, и молния, попадая в эту трещину, как будто рушится. Но мы ведь знаем с вами, что, по сути дела, башня — это как прообраз тюрьмы какой-то, да, или каких-то невозможностей, преград, барьеров, заслонов каких-то. Мы не могли это преодолеть, потому что старший аркан, обстоятельства именно давили на нас. Вот теперь эти как границы разрушаются. Или вот эти стены, то, что нас удерживали. Но для нас это сложно. Почему и трансформация? Потому что мы к стенам уже успели привыкнуть. Имеется в виду, мы могли за них подержаться буквально. А теперь, ну, как состояние невесомости. По этой карте иногда бывает как новость какая-то, мои дорогие. И я бы сказала, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Иногда об этом говорит карта. Но это могут быть, знаете, как неожиданные события, которые вас подталкивают к очень важному решению. Давайте, а с чем это связано? Ну точно, вот оно само решение. Ну, может быть, без всякой башни будем говорить, но как-то вы так сопоставите обстоятельства и то, что вы планируете делать, и для вас траектория станет более четкой, ясной, понятной. Потому что по тузу жезлов иногда, да, это новость, конкретно какое-то сообщение. В средствах массовой информации, может быть, вы слышите. Или как сорока на хвосте принесла от какого-то человека известие, такое тоже допускаю. Но это и где-то работа вашей мысли. Это наше решение и решимость сделать первый шаг. Но это возможность, мои дорогие, потому что, обратите внимание, как рука нам подает вот этот жезл через облака. То есть это тоже где-то неожиданно. Вот так и хочется узнать, что это такое, что за башня. Меняется порядок. Вот тут, смотрите, четверка пентаклей — это как базис или как якорь какой-то, да? Ну, вот может быть какая-то новость, которая на вас оказывает влияние, вам нужно что-то пересмотреть по части финансов. Вот, кстати, по финансам, да. И мы ожидаем, что у нас будут меняться как раз, как взаиморасчеты. Может быть, какие-то цифровые технологии именно теперь, да, новые системы взаиморасчетов, может быть, кому-то это изучить придется, в зависимости от того, что, с чем это связано. У кого-то вопросы дома, может быть такое, да, или когда вот было что-то понятно, стабильно, а тут мы понимаем, что, а нет, вот сейчас мы как раз находимся в эпоху перемен. Может быть, мои дорогие, ничего не происходит. Это просто осознание до нас доходит уже. Ёлки-палки, а ведь на самом деле сейчас что-то будет меняться. Ну, должна сказать, что Уран, он все дробит, поэтому хранили место в одном месте, например, да, деньги, а теперь в двух, да, или в одной валюте, а теперь в нескольких. На одном счету было, да, ваша сумма какая-то, а теперь на нескольких. Или это, может быть, и касалось работы. Была одна работа, а теперь два каких-то будет направления.
Вы знаете, это у вас такая трансформация происходит. Вам, ну, может быть, не у каждого, но тут действительно аркан повешенный, а уран как раз и ломает. Он никогда не ломает то, что может быть продолжено или для вас служит прогрессом, а именно то, что уже не пригодится. Может быть болезненно, неожиданно, но с учетом вот всех этих трех карт, я все же вижу, это вы какое-то решение принимаете. Это не то, что хоть и 2 старших аркана, да, это может быть связано с обстановкой вокруг, новостями, какой-то палитрой событий, но отправная точка этих перемен в вас самих. Потому что вам самим уже не хочется, как будто надоело вниз головой висеть. Или вот я часто говорю, всегда есть тупик, правда? Вот нам тут хорошо прорисовал художник тупик. Вот мы как будто шли и пришли, направо или налево. И не получится и направо, и налево. Есть выбор определенный. Может быть, это и отношения у кого-то, да, которые устоявшиеся, все вроде бы в них понятно. Надоело, потому что развития нет. В принципе, повторяется, как какой-то дежавю, одна и та же ситуация, и вот побудительным мотивом, может быть, будет ваш вопрос, когда это, знаете, как начало может быть с чего-то совершенно весьма незначительного. Вы слышите что-то или чей-то разговор, чья-то оброненная фраза, но каким-то образом, попадая на ваш интеллект, на ваше сознание, у вас, как знаете, вот именно пазл какой-то и сложится, что я слишком подзастрял или подзастряла. Вот что-то такое. И вы можете начать искать выход из создавшегося положения, ситуации, потому что очень остро чувствуете, что сейчас как раз что-то будет меняться или вот-вот, а вы люди интуитивные. Что для вас означает туз жезлов, мои дорогие? Для вас это означает благополучие. Конечно, по аркану императрицы, посмотрите, какая карта. Но мы надеемся сами на себя. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки мои дорогие. Ну, для девочек это карта и женской, где-то силы, но для всех, поверьте, это символ нового я. Это где-то все то, что я только что сказала. И вопросы дома, финансы, откуда к нам приходят, да, ведь императрица плодовита. Ну и буквально, может быть, у кого-то из вас это, ну, вы ждете ребенка, кому соответствует, мои дорогие, по возрасту, по поставленным целям, и вот какие-то решения. Или, может быть, когда обстановка заставляет вас заботиться больше и о детях, и о себе, и о месте пребывания. Но для кого-то вот эта плодовитость– это именно идеи, мои дорогие. Та идея, которая была отложена куда-то далеко и давно, и вы успели забыть или подумали, что ну нет, это никогда не осуществится. Вы тут возродить даже можете какую-то свою мечту. И если вы даже, пусть долгий период, не могли к этому приступить или считали, что невозможно, а здесь вы как лазейку какую-то видите. Вот у кого-то именно так, потому что императрица ведь это самореализация. По сути дела так. И вот этот туз жезлов делит вашу жизнь на период до и после. Вот обратите внимание, 3 старших аркана. Мироуклад, миропорядок меняется. Знак судьбы, да, мы говорим, или поворотный момент. Вот, наверное, надеяться на самого себя или саму себя. Хотя для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это история личная, которая связана с какой-то женщиной. Вам очень дорогой женщиной. Может быть, это и любимая, может быть, и жена, может быть, мама, может быть, и руководитель какого-то проекта. Ну, почему нет? Но какое-то участие в вашей жизни она принимает, либо каким-то образом воздействует на вас и на ваше благополучие, может быть, и так. А по пятерке жезлов проходит информационного хаоса, я часто говорю, эта карта, когда много новостей, но не всему есть смысл доверять, потому что утром одна новость, в обед другая, а к вечеру вообще там что-то третье. И если мы говорим о людях, тут надо рассчитывать на самого себя, потому что по этой карте это те, которые утром пообещали, а к вечеру забыли. Это нам о чем? Какую подсказку? Луна. Да, тут, правда, какая-то обстановка, как начнет меняться, и ваши подсказки в вашей душе. Но по Луне, именно вот в этой колоде, так очень
ярко, понятно прорисовано. С одной стороны 2 башни, и нам может показаться, да, мы должны выбрать как будто направо, налево мы пойдем, да. Вот смотрите, тут не совсем ситуация такая простая. Мы как будто даже и не направо, и не налево, нам словно и не к волкам, и не к шакалам, мои дорогие, а нам нужно вот пройти между. Нам, может быть, нужно решить какой-то вопрос, даже что-то объединить. Да, пока будет мутновато, непонятно. А ретро-уран до 4 февраля. Поэтому, и хоть он и находится в знаке зодиака Телец, но он оказывает и в том числе на вас активное воздействие, потому что знаки стихии Земли и воды попадают вот как раз под этот аспект Урана. Но у нас там вообще много планетарных таких транзитов интересных, а по крайней мере это у нас до первой половины где-то. Есть у нас там то, что нам как возвращают из прошлого, да? Да, мы об этом думали, но раньше либо мы не решились, либо не было инструментов каких-то. Вот здесь мы можем решиться, потому что мы чувствуем, что вот-вот что-то будет меняться. И карта говорит, выглянет солнце, вот оно как будто за этой луной, и все встанет на свои места. Так вот, слушаем интуицию, мои дорогие. У вас интуиция работает великолепно. Тут нет других подсказок, но ваша интуиция вам говорит, как сделать правильный первый шаг. Вот слушайте себя от начала до конца. Вы, мои дорогие, точно как будто знаете, и вот, наверное, научиться доверять самому себе или самой себе. И где-то не подзастрять, вот как по аркану повешенного направо или налево. Тут вот именно нужно что-то либо объединить, либо как проскользнуть, так и хочется сказать. А может быть, это у кого-то ситуация, когда нужно выйти сухим из воды, и тогда у вас получится. Что удивит? Аркан умеренности. Ничего не происходит, да? Вот. Правда, я еще раз повторяюсь, что это именно вы. Вы, конечно, можете услышать, допустим, какой-то информационный поток, да, и я все равно вижу, что вы каким-то образом, он вас наведет на то, о чем вы уже раньше думали. Но, может быть, вы тогда себе говорили: "Нет, это мне показалось". А тут вы увидите, что в реальной жизни действительно подходит к какому-то итогу, результату. И это совпадает как раз с тем, куда когда-то ваши мысли уже шли. То есть это для вас не совсем что-то знакомое. И вот держать баланс, по сути дела, так ведь и Луна-то тоже, да, ни туда, ни направо, ни налево, а вот именно как будто между. Первый какой-то шаг, очень осторожный. Это мы исследуем как непознанную землю без карты, мои дорогие, я всегда говорю. А принцесса Жезлов, кстати, в этой колоде так художник прорисовал. Здесь даже имеют значение цвета. И вот обратите внимание, красный плащ, он как бы на две половинки из-за ветра делится, да, как будто есть выбор, да, опять же, нам говорят. И зеленые одежды, которые изображены на принцессе Жезлов, говорят о том, что сил, здоровья как раз-таки хватит. И вот пошла же уже куда-то, идет она, принцесса Жезлов. И словно вот красный цвет, как прообраз Марса, уже что-то ее невидимо толкает, может быть, как ветряной поток в спину. Ну давай быстрей. И тем не менее, шла да остановилась. Дай-ка я еще раз подумаю. Дай-ка я еще раз просчитаю, потому что без права на ошибку. Вот эта карта вам дает как бы подсказку, как действовать. Ну и понятно, аркан Луна. Все, что мы с вами проговорили, тоже в целом вот все, что мы сказали, можно уместить в аркан умеренность. Что удивит? Вы сами себя удивите. Да, тут именно баланс приходится держать, словно тут на одной ноге, похоже на цыпочках, еще и с закрытыми глазами. Но подсматривает наша ведьмочка, Таро ведьмочек, так хитро, да, то есть наблюдает, наблюдает. Включите змеиный режим. У нас пока год змеи идет. Это следующий год огненной лошади. А пока у нас вот именно наблюдение, анализ, аналитика и себе сказать вовремя пора. Но пока не то чтобы пора, а вот как-то так вот очень аккуратно нужно. Может быть, прошмыгнуть, да? Может быть, как бы пройти между. Может быть, не быть втянутым в какие-то конфликты, мои дорогие, или уйти от какой-то зависшей ситуации. Причем действовать
в одиночку. Я вижу так. Мне хочется добавить, что это означает. Умеренность в чем вас удивит? Вряд ли нам тут что-то рассказали больше. Еще только могли запутать. Но опять же, два старших аркана. Какие-то внешние события вас приводят к определенному роду мыслей или ходу мыслей, каким-то важным выводам и решениям. Но это то, что все в складках тени. Это то, что мы где-то, опять же, на уровне интуиции, мои дорогие. И тут мы собой не рискуем. Храните молчание о себе самом, о себе самой. То, что вы собираетесь сделать, в этом будет буквально ваша сила и независимость. Кто или что появится неожиданно? Ух ты, а тут маг. Ну, может быть, это и человек какой-то появляется неожиданно, и тогда вам нужно быть предельно внимательным, потому что все-таки маг-манипулятор. Но это ведь и для вас, мои дорогие, такая же подсказка. У мага все стихии в руках. Кто или что появится неожиданно. Мы говорили, что тут оно как бы ничего так резко и не меняется. Но вот вы видите уже, как бы, может быть, находясь на предпоследнем шаге, вы видите, что будет в последнем и даже в первом на будущее. Ну вот что-то такое, надеюсь, вы меня правильно понимаете. Потому что и карты нам где-то об этой ситуации, что ты интуитивно как раз и можешь что-то просчитать. И поэтому, если неожиданно вы понимаете, что у вас сейчас много ресурсов в руках, но это требует от вас какой-то перезагрузки, трансформации. Иначе то, что вы когда-то хотели, не сможете осуществить. А вот теперь время просчитать и потихонечку так к этому шаг за шагом приблизиться. Потому что это неожиданно, как вы себя открываете с новой стороны. Свои, может быть, и таланты, но больше это все-таки практика. Здесь не совсем каком-то воодушевлении. Тут именно нужно на какую-то практику или изменить какую-то историю, или учесть меняющиеся события, которые по части финансов буквально, или по части дома, или какого-то порядка в вашей жизни вы будете явно менять. И у кого-то это изменится, может быть, и график жизни, график работы, какой-то таймлайн вы вообще поменяете. У кого-то работа может быть на дому, а кто-то из вас надумает переехать. То есть тут есть что-то кардинальное, как трансформация. Было в одном ключе, а теперь вы захотите перестроить совершенно на новый лад. К чему это все идет? К празднику, мои дорогие. У вас какая-то возможность. Но эту возможность, повторяюсь, нельзя упустить. И причем, это, знаете, как не широкое шоссе. Одним вам только видная тропинка, как по луне. И доверяйте своей интуиции. Вот тут она вас и бережет, я бы сказала. Избегайте толпы, избегайте, кстати, конфронтации. Если вы в коллективе работаете, а люди могут, по крайней мере, вот этот транзит некоторые переносить достаточно сложно. И поэтому мы можем столкнуться с теми, кто любит спорить или к нас к чему-то призывать, нам что-то доказывать, а нам не туда и не туда. У нас какой-то свой путь. Поэтому не тратить силу, не тратить энергию, об этом говорят. И, может быть, тройка кубков говорит, к чему все идет. Ты себя потом за что-то очень поблагодаришь. Чего ждать в сфере личной жизни? Семерка Пентаклей, но она не говорит о том, что вот буквально в декабре тут что-то кардинально меняется. Я больше склонна к тому, что мы ведь тоже с вами говорили, ничего не меняется. Но добрые дела на успех не делаются. Может быть, вы и будете что-то просчитывать, да? А если даже вы будете или решите какие-то делать шаги или что-то менять, по крайней мере, внешне это будет выглядеть, как ничего не происходит. И я это вижу именно так. Тут могут быть и задержки какие-то, да, или могут быть и паузы, конечно, во взаимоотношениях. И я это тоже допускаю. Ваша задача, как увеличить свою силу. Хотя, мои дорогие мужчины, есть женщина, которая очень притягательна. Иногда такое проигрывается. Мои дорогие девочки, это время вашей силы. Это вы будете интересны и притягательны для противоположного пола. Условно, конечно, но тем не менее.
Карта женской силы и карта маг – это всегда мужская энергия. Тут два человека могут быть, которые, ну, каждый сам по себе. Или два сильных человека, и у каждого нет желания, знаете, как в рот другому заглядывать, да, или ждать, кто там что скажет. Каждый имеет какие-то свои желания, достижения, и может быть сложно договориться. У кого-то даже пауза. Но для людей семейных, у кого все хорошо, мои дорогие, все равно вот дипломатия, она, безусловно, присутствует. Есть какое-то взаимодействие, которое вам нужно. Но его нужно на новую какую-то стратегию, тактику перекладывать. Потому что тут двое, которые склонны, может быть, манипулировать одним другим. Вот, кстати, ну, такое тоже бывает даже в семьях. И от того, как вы сумеете договориться, энергии-то одинаковые, понимаете? Вы как можете зеркалить даже друг друга. И что неожиданно. Может быть, это и ваш партнер даже по браку или по паре вам что-то такое скажет. Для вас это будет, ну, как вообще гром среди ясного неба. Может быть такое, вполне вероятно. Но, значит, вот эта информация, которую вы услышите, она ведь для вас тоже может быть своеобразной перезагрузкой. Когда вы решите что-то менять. У кого-то и так. Давайте посмотрим. Но карта силы тут сама по себе сила, да? Будем говорить. Это карта возможностей, безусловно. И критического мышления. Мы об этом уже говорили. Четверка пентаклей повторяется. То есть деньги есть, но ты их сохраняй. Здесь пока не идет речь о росте какого-то дохода, по крайней мере на декабрь. Ну и мы знаем, половина месяца у нас еще там какая-то активность, потом идут рождественские праздники, и все как на паузе стоит. Но карта говорит, тебе сейчас нужно для чего сохранять? А потому что, посмотрите, тут у вас что-то намечается. Вам как будто эти деньги могут понадобиться. Может быть, казалось бы, праздники, подарки, ну как-то так обойтись. Не шиковать, вот это точно карта говорит. Примите это к сведению, по крайней мере, на декабрь. И на ваши достижения королева кубков вот здесь нам о любви, как ни странно. Но и не только, вы знаете, ведь это карта любящего человека, а также карта альтруиста, но того альтруиста, который может дойти до самопожертвования, понимаете? Поэтому тут, а мы смотрим на работу, на достижения. Не должно быть этого самопожертвования. И я, по крайней мере, вижу так. Тут надо думать о себе что-то. Да, кто-то передумает тут вообще кардинально свою жизнь и решится на какие-то трансформационные процессы, которые вы сами запускаете. Потому что надоела какая-то пауза, надоели какие-то двойственные, может быть, отношения у кого-то так, да? Может быть, это как какое-то время прежде вы даже по работе, потом получили уже тройку мечей, да? Ведь это всегда карта какой-то внутренней боли, разочарования. Не случайно у нас Херон в Овне. Это касается для всех знаков зодиака. Я оставлю ссылку в описании под видео, кому интересно, ведь это символ израненного целителя. Перейдите, почитайте, просто всего в видео не расскажешь, иначе видео будет бесконечно. Ну, вот на моем сайте вы найдете еще какие-то подсказки. Но это уже старая история, опять же. Уже нас нет в прошлом, обратите внимание. Топчан пустой. Уже вообще не важно. Как будто аффирмация совершена. Макет сердца и 3 меча. Что 3 жирных точки в чем-то поставили. И мы вышли из этого прошлого. Не хочется собой рисковать. Не хочется терять времени. А что тогда? Император. Конечно, это карта власти, мои дорогие. У кого-то договоренности, у кого-то из вас, когда вы общаетесь на более высоком уровне, да, меняете круг ближайший свой. Или, ну, так складываются события все-таки на достижение, когда лица контактные, они находятся тоже как на ступенях более высоких системы иерархии. Это карта законника, порядка. Или системы законов, законодательных актов. Может быть и так. Но хочется сказать опять император, императрица. Сила, женской силы карта и карта мага. Вот везде прослеживается, если не личная жизнь, то явное есть какое-то взаимодействие. Есть, ну, знаете, как минимум один человек, а то и двое,
которых мы пока никак мы не исключим из нашего круга контактного, да, мы в них сами заинтересованы, мы сами кого-то не хотим отпускать или видим в чем-то продолжение. Ну и как прежде мы это тоже не хотим. И вот у кого-то из вас будет именно на межличностном уровне вы будете принимать важные решения. С одной стороны, что-то надоело, потому что слишком подзависла, подзастряла какая-то ситуация. С другой стороны, желание реванша. Все-таки по аркану башни такое бывает. Надо как-то быстрее. Но, может быть, как раз и интуиция вам подсказывает, что наступает время принятия важных решений. И у кого-то из вас это будет и личная жизнь касаться, и одновременно, ну, где-то переплетаться с вопросами работы. Про финансы нам тут не сказали, но может быть и финансовая какой-то история. У вас все сферы жизни. Как будто из одного вытекает второе событие, да, из второго третье, и в итоге это образует какой-то узор. Ну, может быть, и как пазл, мои дорогие, который вам придется в декабре складывать. Мне будет очень интересно, что же это за ситуация. Очень много старших арканов. С чем это может быть связано? Явно есть какие-то неопределенности, недосказанности. Вот поэтому я еще раз хочу повторить. Доверяйте сами себе. Но есть такие знаковые персоны, ну как минимум одна, а то и две, которые так или иначе будут оказывать влияние на вашу жизнь тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы мне пишете как раз свою искреннюю жизненную историю, за вашу помощь, за вашу поддержку. Я вас люблю, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.